Приветствую всех на канале. Сегодня ролик по изготовлению вот такого оконного блока. Ролик по изготовлению коробки уже есть на канале, ссылочку оставлю в описании. Постараюсь вкратце, но максимально понятно объяснить, что, как, из чего состоит, последовательность операций и как минимизировать расходы материала на изготовление самой рамы. Не будем затягивать, смотрим. Коробку мы собрали, четверть выбрана 40 мм на 20. В бруске самой рамы обвяза отресмусованы 40 мм. Теперь нам необходимо их распустить на 60 мм. Бруски обвяза рамы готовы. Теперь, чтобы нам не заморачиваться с отдельным изготовлением штапиков, мы их сформируем на самих брусках, а затем просто вырежем на циркулярке по принципу, как мы выбирали четверть для короба окна. Будем делать выборку с двух сторон. Стекла у нас будет два. Получится стеклопакет по типу как в пластиковых окнах. Выбирать будем по 15 на 15 миллиметров. То есть размер штапика у нас получится 12 на 12 миллиметров, что дает нам плюс раскрою стекла 24 миллиметра. Следовательно, устанавливаем пилу вылет 15 миллиметров. И здесь 15 миллиметров по наружному зубу диска, наружному краю. Меряем раму. Рама у нас 1040 мм, а по ширине 780 мм. Но так как окно будет состоять из двух половин, 780 пополам 390, половины должны закрываться внахлёст, по ширине добавим по одному. То есть каждая половина будет 400 мм по ширине. Для верхних и нижних брусков я уже отмерил и установил фиксирующий брусок. Здесь 400 мм. Я предварительно уже отторцевал. В горизонтальных брусках сформируем шип, в вертикальных проушины. Для шипа мы выставим вылет пилы по размеру бруска. Это у нас 45 мм, размер бруска 60, но полтора мы забрали на четверть под стекло. Здесь мы так оставим сантиметр. Шип мы сформировали, теперь будем делать проушины в вертикальных брусках. Для этого вылет пилы выставляем 60 мм, а здесь по внутреннему краю диска 15 мм. Немного переставляем параллельный упор, чтобы убрать середину. А затем уже доработаем, зачистим стамеской. Соединение я подогнал. Теперь все соберем. Собрали на сухую, теперь наметим и склеим. Вот наши половины готовы. Общая диагональ
совпадает. Но общая ширина сложенных половин больше, чем ширина посадочного места в самой коробке. Это я сделал специально, чтобы мы здесь выбрали четверть, также на второй половине, чтобы закрыть зазор между ними. Выборку мы будем делать одну часть здесь, вторую часть вырезать здесь. Вот это мы будем удалять. Также будем это делать на циркулярной пиле. Настраиваем пилу. Здесь я выставил от параллельного упора до наружного края пильного диска 20,5 мм и высота 1. Так, провели перенастройку пилы. Теперь здесь 20 мм, здесь 10. В принципе, все готово. Теперь небольшая подгоночка вручную. Наша окно практически готово. Эта половина открываться не будет, а это будет открывающий. Нам осталось установить навесы, потом все это разобрать, зашлифовать, обратно собрать. Также установим штапики, которые мы вырезали отсюда же, и нащельники. Этот процесс показывать не буду, дабы не затягивать ролик. Покажу уже, как все будет выглядеть в готовом виде. Наш оконный блок готов. Установлены штапики, нащельники. Поставил на навесы. Все пристрогано и работает. Времени на это у меня ушло около 4-5 часов. Это даже вместе с высыханием клея. По материалу около 6 метров доски 50 на 150. Это примерно около 500 рублей по нынешним ценам. По продажной стоимости точно сказать не могу, в каждом регионе своя. Материал мы расходовали экономично, то есть даже для штапиков мы ничего лишнего не пилили. Мы их выбрали циркуляркой из тех же заготовок, которые шли на оконную раму. А нащельники изготовили из того, что осталось после выборки четверти в оконной коробке. Также мы пользовались только фуганком и циркулярной пилой. Фрезер у нас шел только для того, чтобы закруглить штапики. В принципе, можно было найти другой выход. Так что основные инструменты это фуганок и циркулярная пила. На сегодня все. Прошу вас оценить это видео. Если интересна данная тематика, обязательно подписаться на канал, поделиться этим видео в социальных сетях. Это очень поможет развитию канала.